Suzuki Jimny на две двери. В комплекте не идет камера заднего вида, но мне подарили камеру, и сейчас мы ее будем устанавливать. Вот в комплекте идет камера и куча проводов и подсоединение к компьютеру. Компьютер вот, да, ну и давайте его сейчас разберем. Для этого я возьму сейчас лопатку, вот такой просто обычный шпатель, либо вот такой побольше, и необходимо поддеть вот сюда и вот сюда, да, ну то есть с двух сторон, и по сути его вытащить. Сейчас попробуем сделать. Лопатки у меня отлично туда засунулись, ну и сейчас я буду их просто потихонечку просто приподнимать с разных сторон. Вот здесь как раз видно отлично, что он на защелках. Вот. Теперь, когда у нас верхняя часть уже освобождена, что-то держит внизу. И вероятнее всего вот эта вот штука снимается, но так ее тяжело снять. Берем тот же самый шпатель и поддеваем вот здесь. Оп! Все. Дальше оно снимается абсолютно легко на вот таких креплениях. И смотрим, что здесь. А здесь вот один у нас винт. И вот здесь виден второй винт. Откручиваем их. Так, все, после того, как вы открутите винтики, тут он отлично снимается. И сейчас будем искать тот разъем, куда нам надо подсоединить камеру. Так, смотрим, что у нас в комплекте. У нас вот такая связка проводов. Это для того, чтобы, по сути, довести до... Вот сама камера, вот такие разъемы и вот такой переходник. Вероятнее всего, в магнитолу будет вставляться именно этот переходник. Сейчас поищем. Ну и вот я перевернул магнитолу, вот разъем, который нужно вставить, и вставляется он вот в это зеленое свободное гнездо. Все, вот он вставлен, и сейчас сюда мы будем дальше вставлять камеру. Цепляется камера, я думал, здесь придется какое-то отверстие делать, но на самом деле тут и так предусмотрено отверстие, вот, и она идеально вот сюда становится. Я единственное, что должен буду сейчас продеть вот этот шнур, и я думаю, что я сейчас откручу вот эти вот винты, чтобы бампер приподнять, ну или просто просунуть мне надо, по сути, вот этот вот шнурок, чтобы где-то он выходил где-то здесь. Ну, в общем, сейчас я его разберу и посмотрю, как это правильно сделать, и покажу. Так, я полностью разобрал здесь все, в надежде, что где-то сюда можно будет какую-то продеть проводочек, ну и вполне возможно, что я и продену вот сюда, да, но мне все равно отсюда нужно как-то тянуть и тянуть в ту сторону. Дальше я полностью разобрал вот эту штуку, все снимается на вот таких вот защелках, все очень легко делается. Снял, и вот оно все полностью приподнимается. Опять защелкнулось, наверное, на какой-то защелке, но ничего страшного. И дальше вон пошло вот этот порожек, вот это тоже я вон его отсоединил, вон он лежит. Все легко вообще абсолютно снимается, и прокладывать нужно вот по вот этой стороне. Так, показываю с внутренней части. Вот, значит, я полностью все поподдевал. Вот здесь еще одна была штучка, вот такая вот защелка, да, ее нужно было убрать. Ну и все, вот оно полностью снимается. Сейчас я его отодвину и там буду протягивать кабель основной. Все, вытащил я эту штуку, и теперь уже более-менее понятно. Значит, здесь проходят все провода, которые идут на заднюю часть, и какие-то идут на двери, и вот они здесь переходят в дверь, да, а какие-то идут вниз и на фонари, да, то, соответственно, было бы неплохо присоседиться к этим. Но я посмотрел, здесь не так-то просто. Ну, здесь дырку надо будет делать там, ну и ну зачем это делать? Есть еще вот такая вот штука. То есть я посмотрел, это стучит этот глушитель, вот, и я начал уже продевать. Значит, я вот сюда в дырочку засунул два штекера. И я сейчас буду его тянуть. Штекеры еле-еле просунулись, но ничего страшного. Точно так же и вот этот переходник сейчас надо будет втолкнуть. И вытащим этот штекер вот здесь. То есть это все соединено. И здесь я дырку сделаю вот в этой резиночке. И получится у меня, что вот здесь вот будет идти соединение. А потом я начну проходить вот по этой части и вот так вот буду соединять это. Все, я протолкнул этот штекер, и у нас отличненько камера засовывается. Я думал, придется делать ему разъем под этот, а оно идеальненько так все становится, просто бомба. Вот так. Все, и сейчас мы это выведем
вот сюда. У нас все готово. Единственное, что надо, конечно, натяжечку сделать, потому что глушитель будет горячий, и чтобы это не повредилось никак не температурным режимом, поэтому лучше натянуть и как-то там закрепить, чтобы оно не соприкасалось. Но это вот сейчас оно не соприкасается. Так, в комплекте шла вот такая вот незамысловатая инструкция, где в принципе все просто указано. Значит, вот этот вот кабель, он нам нужен как транспортировочный, и он же подключается красным кабелем к вот этому, по идее, как питание, и второй черненький, да, надо на массу. А здесь, с этой стороны, мы должны, то, что у нас с магнитолы выходит вот здесь, то мы должны просто подключить тюльпан и подключить красный проводок. То есть примотать просто какой-то изолентой. Сейчас я так и сделаю. Значит, вот красный, это мы один будем черный прикреплять на массу проводочек, а второй красный мы прикрепим как раз к вот этому шнуру с одной стороны, там где у нас будет, вот к одному мы прикрепим, там где тюльпан, да, вот сюда это мы к этому кабелю прикрепим, а с другой стороны это мы вот сюда к магнитоле, да, и один вставим тюльпан. Все, сейчас мы сделаем, и я буду поэтапно показывать. Сейчас я приматываю красный кабель изолентой и вставляю тюльпан этот. Так, зачистил здесь два, вот эти два зачистил и зачистил, вытащил с магнитолы, и вот это тоже зачистил. Все, сейчас соединяю, показываю. Так, все у меня готово. Значит, вот штекер, вот соединение тюльпана, вот соединение этих красных проводков, там где написано камера. Вот здесь камера, да? Вот кам плюс. И это, по идее, есть питание, значит, оно идет. И с другой стороны я сделал то же самое и передал этот, красный, по сути, соединил провод с красным, где у нас второе соединение. Сейчас будет, это тоже надо соединить с камерой заднего вида. И вот это мы должны соединить, куда-то кинуть на массу автомобиля. Все, сейчас будем подключать и будем смотреть, что у нас получилось. Естественно, конечно, вот такое соединение, наверное, оно не самое лучшее, но это я сделал так по стариночке. Лучше, конечно, взять стяжку какую-то и сделать красивенько, как вот, например, сделано вот здесь. Не знаю, в принципе, тут соединение или нет, но вот стяжкой было бы получше. Протянул я назад, и, как я и говорил, значит, я соединяю этот тюльпан, который у нас есть, вот этот красный с черным проводом, соединение просто. Ну и я кинул просто на массу, вот сюда прикрепил. Сейчас я проверю, но на самом деле, вот сюда можно вот прикрутить. Короче, куда угодно, просто к металлу машины. Вот сюда я прикрутил, этого будет достаточно. Сейчас пробуем. Так, и включаем. Вот, все работает у нас. Так, сейчас занимаюсь кабель-менеджментом и рассказываю, как это делается. Сначала я засунул руку вот сюда и здесь начал там поднимать этот шнур. И с этой стороны я тоже засунул руку и начал нащупывать, нащупал и по сути протянул. То есть сейчас у меня протянуто отсюда вот сюда. Все, можно магнитолу ставить. Кстати, штатная магнитола Bosch, Малайзия. Прикольно. И теперь мы отсюда сейчас начнем проводить вот так и пройдемся до багажника. Магнитолу надо защелкнуть по периметру с 4 сторон. И теперь мы закручиваем эти два винта, которые держали, которые мы вначале раскручивали. Все, я закрутил два этих винта, вот и вот. И теперь одеваем, вот так, кажется, да? Вот эту штуку одеваем, все. И идем продлевать вот этот провод дальше. Так, дальше проделал я в бардачке вот сюда. Дальше вот так пошел провод. Вот он пошел. Я его соединяю такой специальной красной изолентой, чтобы это было не совсем понятно. Не так, как на заводе. Дальше вот там сделал. И сейчас с багажника покажу.
И вот так выглядит в багажнике. Значит, вот он идет, провод, вот, я его все соединяю. И вот здесь я смотал все ненужное. Вообще не совсем понимаю, зачем столько провода надо было сделать, чтобы... Вы же продаете под определенную модель. Вот Jimny, вот, по сути... Ну, если это под другую модель подходит, конечно, может, это и есть в этом смысл. Ну, в общем-таки, вот столько ненужного провода. И на массу я подсоединил вот сюда. Вот болт открутил, вот сюда прикрутил. Вот здесь у меня аккуратненько под этими кабелями я вот здесь вот спрятал эти, то есть у меня сейчас все ляжет, все просто аккуратненько. И вот так, и вот здесь вот у меня была пробка, по идее надо было бы дырочку здесь сделать и провести. Ну зачем? Я просто, она нормально такая герметичная и так, в принципе, я ее завел и нормально и так будет функционировать. Все, сейчас я собираю полностью все и после этого будет тестировка. Так, уже ставлю этот пластик. Сразу говорю, я вот потерял одну фишку вот такую вот. Когда будете делать, будьте аккуратны, потому что у меня выскочили, по-моему, 3 или 4, и я практически все словил вот там вот между дверью, ну, короче, вот здесь где-то. Но одну не получилось найти, поэтому будьте аккуратны, вот они вот здесь, вот, они сверху, эти заклепки, и с ними нужно быть поаккуратнее. Так, все готово, все соединил, пришлось еще убрать, пропылесосить. Пылесосом Басеус, да. Так, сейчас еще вот это нужно соединить, и тоже там надо будет пропылесосить. И после сборки все выглядит очень аккуратно. Просто один шнурочек, вот здесь вот все спрятано. Теперь финальная проверка. Включаем заднюю скорость. Раз, у нас все переводится сразу в монитор. Здесь моргает, но на самом деле я смотрю, здесь ничего не видно, никаких морганий. В общем, классная штука. Я не знаю, почему Suzuki не укомплектовала этой штукой. Я думаю, если бы они заказывали у китайцев оптом, я не знаю, вообще было бы просто какие-то копейки стоила бы эта камера. Но эта камера приходится людям покупать. Если кому-то она нужна, я ссылку оставлю в описании, где ее можно купить. Ну и всем спасибо за просмотр. Если понравился ролик, поставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока.